Всем привет! Практически все компании на данный момент представили свои флагманские смартфоны. И можно сказать с уверенностью, что 2022 год оказался очень даже плодовитым. Но есть одна компания, которая традиционно предлагает флагманы своим фанатам одной из последних. Это, конечно же, компания Asus. Напоминаю, 9 июля 2021 года бренд объявил о начале продаж в России двух своих флагманских смартфонов. Компактного Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip с камерой-перевертышем. Однозначно Zenfone 8 это компактный аппарат на Android, который удобно ложится в руку, а также он получил очень много интересных решений. Это и дисплей на 5,9 дюйма, топовый процессор Snapdragon 888, защита от воды, камера, которая умеет снимать 8К видео и многое другое. Но все ждут продолжения линейки, и все задают вопрос, когда именно выйдет долгожданный смартфон Zenfone 9. Скажу как есть, точных данных о дате презентации на данный момент нет, но уже сегодня изображениями и техническими характеристиками смартфона поделился очень известный авторитетный инсайдер под ником eQualLeaks. Однозначно новинка получит оригинальный дизайн и безрамочный дисплей с подэкранным селфи-модулем. Сумасшедшие технические характеристики. А теперь поподробнее. С вами канал из 90-х. Поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон Zenfone 9 получит отличный экран диагональю 6,7 дюйма с кадровой частотой 120 Гц. Технология экрана будет AMOLED. Для многих людей это большой минус. Но стоит отметить, что есть множество плюсов. Основное это насыщенность цветов, как вы знаете. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с AMOLED дисплеем. Однозначно. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими, в отличие, конечно же, от IPS. Прикрыть дисплей будет прочным стеклом Gorilla Glass Victus. Напоминаю, данное решение одинаково уверенно противостоит как падениям, так и царапинам. Victus в плане устойчивости к царапинам в 2 раза превосходит Gorilla Glass 6-го поколения, что, на мой взгляд, достаточно неплохое решение. Что касается падений, то стекло Victus должно без последствий выдерживать приземление с высоты 2 метров. Сердцем Asus Zenfone 9 должен выступить мощный, энергоэффективный процессор от компании MediaTek, а именно Dimensity 9000. А это, напоминаю, 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 18 ноября 2021 года. И изготавливается по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Cortex X2 на 3.0, 3 ядра Cortex A710 на 2.8 и 4 ядра Cortex A510 на 1,8 ГГц. То есть достаточно неплохое решение. Следовательно, в плане производительности вопросов не должно быть вообще. Перейдем к внешнему виду. Инсайдер свои изображения проработал настолько хорошо, что внешний вид гаджета можно легко принять за серийную модель. Но есть какие-то нюансы. Это вы уже должны понимать. Если верить информации в сети, смартфон Zenfone 8 получит изогнутый не только экран, но и боковую рамку, причем она двуяко вогнутая. В состав тыльной камеры, модуль которой получит оригинальную форму, войдут 3 датчика. Теперь можно с уверенностью сказать, в плане дизайна Zenfone 9 выглядит как минимум аутентично. Но как точно будет выглядеть смартфон, мы узнаем только после официальной презентации. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5 составит 12 ГБ. Напоминаю, в режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на целых 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что LPDDR5 потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания по сравнению с LPDDR4
X. Встроенный накопитель UFS 3.1, что немаловажно, будет вмещать 256 гигабайт информации. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. Тоже очень и очень хорошее решение даже на 2022 год. По предварительным данным, емкость аккумуляторной батареи устройства составит 4500 мАч. Также стоит отметить, что подэкранная фронтальная камера находится не на своем месте. Все-таки в этом году большинство производителей остановилось на традиционном решении в виде врезанной фронтальной камеры. И можно сказать с уверенностью, что Asus сделает то же самое. Ну, потому что все-таки вот это вот подэкранная фронтальная камера, на мой взгляд, выглядит, по крайней мере, очень-очень убого и фотографирует также. Информация о дате анонса и примерной стоимости Asus Zenfone 9 пока нет. Ну что же, ребята, как вы знаете, Zenfone 8 смартфон получился очень компактным. Вы должны понимать, что этот смартфон очень редкий гость в наше время, потому что компактных смартфонов на данный момент не так уж и много. Можно припомнить пару штук. Но вот Zenfone 8, смотрите, данная компания не выпускает очень много смартфонов. Данная компания делает всегда упор на своих фанатов, потому что, ну, где вы слышали, что Zenfone 8, можно сказать, побил S-серию от компании Samsung или Mi 12 от компании Xiaomi и так далее. Нет, данный смартфон нацелен именно на своих фанатов. Но сейчас все другие пользователи увидели, что это компактный смартфон, который получил очень и очень неплохие технические характеристики. А это очень важно. Почему компания Apple выпускает свои мини? Потому что есть спрос, потому что люди действительно устали от этих больших смартфонов, которые не помещаются ни в один карман. Диагональ дисплея Zenfone 8 5,9 дюйма. Круто, это, можно сказать, уровень 2019 года. Да, есть мощный процессор Snapdragon, да, есть замечательная камера, которая может снимать 8К. И все это в компактном корпусе. Так вот, Zenfone 9, я не скажу, что он будет компактный смартфон. Это очень маленькая ниша. Если бы многие пользователи покупали именно компактные смартфоны, эта бы ниша очень сильно возросла. Ждем презентацию, ждем смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.